Сегодня мы поговорим о аффективно-респираторном приступе у ребенка с рекомендациями врача-педиатра. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидят это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Аффективно-респираторный приступ – распространенное доброкачественное состояние детского возраста, при котором ребенок непроизвольно перестает дышать и теряет сознание на короткий период сразу же после негативного эмоционального события или боли. Наиболее типичный возраст 1–3 года, 6 месяцев, 6 лет. Краткая сводка по аффективно-респираторным приступам, точная этиология неизвестна. Выявлена генетическая предрасположенность. У 35% таких детей есть родственники с аффективно-респираторными приступами в детстве. Значимую роль в патогенезе играет железодефицит, нарушение сердечного ритма. У детей с аффективно-респираторными приступами железодефицитная анемия и дефицит железа без анемии встречаются чаще, чем у детей без них. Возраст-зависимое состояние. Приступы обычно начинают до 18 месяцев, иногда даже сразу после родов, в редких случаях после 6 лет. Наибольшая частота приступов обычно бывает в возрасте от года до 2 лет. Это явление встречается в 3 раза чаще у мальчиков, чем у девочек. Частота приступов варьирует от единичных в год до нескольких раз в сутки. Типы АРП. Первый. Цианотичный тип, самый частый, проявляется сильным эмоциональным расстройством, после которого ребенок начинает плакать, закатываться, происходит задержка дыхания, ребенок синеет и теряет сознание. Длительность приступа до 60 секунд. Второй. Бледный тип встречается реже, чаще провоцируется болью и испугом, после чего происходит потеря сознания, задержка дыхания, бледность. Длительность также не превышает 60 секунд. Необходимое до обследования. Первое. ААК развернутый. Второе. Ферритин. Третье. ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ. Четвертое. Иногда может потребоваться видео-ЭКГ-мониторинг. Лечение. Аффективно-респираторные приступы – это самопроходящее состояние. Примерно у половины детей такие приступы прекращаются к возрасту 4 лет и почти у всех детей к возрасту 8 лет. Лечение сводится к дообследованию и исключению опасных состояний, таких как, например, эпилепсии, сотрясение головного мозга и лечению железодефицитных состояний. Часто приводит к уменьшению приступов или их прекращению. Но важно понимать, что это состояние, особенно в первый раз, очень пугает родителей, поэтому очень важно успокоить и объяснить им, как действовать в данных ситуациях. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!